Всем большой привет, дорогие друзья! Меня зовут Яна. В этом видео будет очень много болтовни, поэтому предлагаю вам брать самые сложные сюжеты, на которых, в общем-то, отвлекаться много не рекомендуется, потому что отвлекаться вам сегодня будет практически не на что, ну разве что на котика смотреть, потому что видео будет не столько вышивальное, сколько, как я уже сказала, болтологическое. Я буду отвечать на ваши вопросы. Итак, в 23-й серии этого 4-го сезона я предложила вам задать мне разные вопросы, и все никак на них не могу ответить, потому что изначально мне хотелось, конечно, снять все это немножечко по-другому, а потом я поняла, что пока я буду ждать вдохновения, идеи и так далее, вообще неизвестно, сколько пройдет, и все уже забудут, что там за вопросы были. Поэтому вот так вот без особой подготовки, без особого монтажа просто буду отвечать на вопросы. Все это я решила приурочить к 25 октября, а именно к 2 годам. Да? 2 года сегодня исполняется моему каналу. Значит, начиналось все, конечно, иначе. За это время у нас появились другие хобби. Конечно, канал уже не занимает столько времени, сколько раньше, но, тем не менее, мне продолжает доставлять удовольствие вести канал. Мне очень нравится с вами общаться, мне очень нравится снимать, чем-то делиться, получать от вас много сообщений. И пусть это не совсем в том формате, пусть я чаще ленюсь монтировать и придумывать что-то новенькое, но, тем не менее, пока и это все в радость. Последнее отступление. В октябре я еще подробнее, наверное, расскажу это в следующих сериях, которые будут именно вышивальные, но и у меня был очень насыщенный октябрь на невышивальные, и в том числе на всякие болячки. В общем, я, наверное, вы заметили, как-то странно разговариваю. Я продолжаю все еще лечить свое горлышко, поэтому у меня в помощниках чаечек, потому что периодически я совершенно не могу продолжать говорить, да, надо там прокашляться или горяченькое попить. А поскольку мне недавно удаляли зуб, то я несколько дней еще и горяченькое пить не могла, поэтому все сразу. Я шучу, конечно, что это вот в этом месяце мне исполнился очередной +1 год, и вот старость не радость дает о себе знать. Все, на этом моменте вводная часть заканчивается, и мы будем смотреть ответы на вопросы наконец-то. Так, очень интересно, получится ли у меня с 3-го раза не обрезать себе голову. Вопросы. Давайте начнем. Я хотела, чтобы они вот так вот красиво всплывали. Ну, в общем, понятно, да? Давайте начнем. Я буду идти по порядку. Они вот тут вот идут как-то в разбросанном виде, потому что прошло много времени. Поэтому вот такие буду читать. Я их сначала хотела объединить, знаете, вышивальные, невышивальные и так далее, чтобы люди, которым не интересно, что-то могли бы промотать. Но так бывало, что от одного и того же человека было несколько вопросов, и личные, и вышивальные. И мне показалось, что как-то делить вопрос от одного и того же человека будет не совсем удобно, поэтому все подряд. Первый вопрос. Еще, извините, я не буду называть ваши имена, потому что все, наверное, знают, что в YouTube там периодически пишут нормальное имя, фамилия, да, или какой-то никнейм, или еще что-то, а иногда пишут вот юзер такой-то, и какие-то эти RV20C, что-то такое. Поэтому я надеюсь, вы узнаете себя. Вот, в такой чудесной компании давайте начнем уже наконец-таки. Первый вопрос, как раз в честь 2 лет. Как вам удалось за год набрать так много подписчиков и, похоже, прям с первого видео? Ну, во-первых, если мы про сейчас говорим, то вот сегодня 2 года, и сколько у меня сейчас подписчиков? Там 5 с лишним тысяч.
Мне очень приятно, я рада каждому новому подписчику, но я не считаю, что это прям очень много, судя по тому приросту, который был у моих подруг. Это в целом у тех, кто регулярно снимает, это нормальные цифры. Я знаю очень много блогеров, которые начинали либо примерно тогда же, когда и я, либо позже, у них гораздо больше подписчиков. Например, Настя Вишенко. Она начинала гораздо позже, чем я, и у нее очень много подписчиков. Еще у Таши Майской она начинала тогда же, когда и я, и у нее больше подписчиков. Я думаю, что тут влияет и то, что человек вышивает, и то, как часто он снимает, и подачу, и так далее. У меня в целом, давайте быть честными, не очень много наборов, не очень много каких-то редких раритетов и так далее. У меня очень много авторских схем. Авторские схемы, в общем-то, на любителя, поэтому логично, что, наверное, у меня не так много. С другой стороны, мне очень много мне помогали мои подружки, у которых на тот момент уже был канал, да, это Ксюша Малинка, это Ксюша Бамбола. Кого-то я наверняка забыла сейчас. Извините, если я вас забыла. Вот, и, конечно, просто упоминание на канале этих девочек, у которых уже было на тот момент очень много подписчиков, делал такой скачок ко мне, да. Следующее. Мне бы хотелось узнать о чем-то специфическом в современной вышивальной жизни Аргентины и окрестностей, о местных известных дизайнерах схем, о самих сюжетах. Значит, в Аргентине нет вышивки крестом в том понимании, в каком мы представляем себе Россию или даже Америку, да даже, наверное, Европу. Здесь, в общем-то, какие-то наборы вышивки крестом — это либо какие-то прогоны, которые кто-то сделал для вот узкого круга людей, через какие-то программы, ну, прогоны, да, прогоны. Либо это какая-то такая типа нанесенки, очень примитивная в целом, либо это кто-то что-то откуда-то из Европы привез, и вот с рук продают какой-то один набор. Вот я видела таких, наверное, 3-4. Вот, все. Чем занимаются местные вышивальщицы, я рассказывала в свое время на канале, у себя в телеграм-канале, там по тегу, по-моему, аргентинки вышивают. Я подпишу в описании, как это найти. Я показывала, что вышивают аргентинцы, аргентинки, ну и аргентинцы тоже, чилийцы и так далее. По-моему, я кого-то вот из, в целом, Латинской Америки показывала, может быть, даже что-то из Испании. Это преимущественно все-таки не техника креста, хотя и крест случается, но это что-то обычно другое, более креативное, на мой вкус, более странное, да, но более креативное. Почему? Потому что нет здесь наборов и гладью, хотя аргентинки вышивают гладью. Грубо говоря, они понимают, что гладь — это, ну, в целом перенес рисунок, да, и дальше вышивай, вот нитки бери, выбирай цвета, и для них это больше такое творчество. Мне, например, Маркиз подарил вот эти сборные домики. Я в видео в результатах октября расскажу об этом. Техническая пауза. Значит, в результатах октября я расскажу о подарке, но там вот надо домики эти собирать, миниатюрные. Там нет красок, потому что краску выбирай сама. Там очень много из серии «Придумай сам, как это все сделать». Вот, поэтому вот эта тенденция, скорее всего, то есть какие-то материалы есть, схем очень мало или практически нет. Вопрос: вы с Маркизом женаты? Нет, мы не женаты. И недавно мне прилетал вопрос в Телеграм, почему? Почему мы столько лет вместе? Мы в этом году 9 лет уже как вместе. И почему? На что я все время спрашиваю, зачем? Мы не видим смысла никакого в регистрации брака. Что мне это даст? Я не понимаю, честно, что кроме карточки потерянного дня, я не понимаю, что мне это даст. Я, наверное, уже не в том возрасте, чтобы делать там свадьбу с
фатой, с платьем, с вечеринкой. Я не хочу тратить на это ни деньги, ни силы, да просто я не понимаю, зачем. А что еще может это дать? Я не знаю. У нас, знаете, у нас есть в России, насколько я знаю, там 3 дня выходных. Здесь дают 10 дней, а мне там, потому что я немножко в другой ситуации рабочей, мне вообще 11 дней. Ну, то есть, типа, жениху 10, а невеста пусть еще на денечек отдохнет. Но у меня и так, у нас, и так каникул накопилось отпусков, которые мы не брали, например, там, во время пандемии, еще до этого. Поэтому никакого смысла в этом я не вижу. Ипотеку мы могли брать без какой-либо регистрации, поэтому вообще не понимаю, зачем это нужно. Если вы мне ответите на вопрос, зачем, я вам, может быть, объясню, почему мы не женаты. Вот, вижу имя Елена. Елена задала несколько вопросов. Давайте начинать по порядку. Кем работает Маркизис, что он так надолго уезжает в командировки? Значит, Маркизис работает инженером. Мы работаем в одной компании, он инженер, и он делает оборудование для заводов пищевой промышленности, скажем так, для молочки, но мы, вообще компания работает с молочкой и с разными напитками. Вот Маркизис больше работает с компанией Coca-Cola и работает сейчас вот на Бразилию. Есть несколько проектов, поэтому приходится уезжать и проекты выполнять, потому что часть то, что можно сделать удаленно, а когда надо запускать продукцию, надо ехать. Запускать, в смысле, станки. Второй вопрос. Про парк, который раньше был зоопарком. Ты говорила, что теперь клеток нет, но животные же там есть. Почему они не разбредаются? Бывает ли такое, что Мара, например, или гуанака разгуливает по улицам города? Значит, сам зоопарк, у него все-таки есть ограда, поэтому за ограду животные, насколько я знаю, не выбегают. Нет возможности на входе, да, вход открыт, но там тоже смотрители. Никто не выбегает. Какие-то крупные животные, которые остались, которых, например, нельзя вывести по причине их возраста или еще что-то, у них есть большие очень территории, которые огорожены тоже. То есть это не вольеры, это большая территория, и она... загородочка какая-то есть, или в некоторых местах такие типа как рвы, то есть люди могут подойти к этой загородочке, в принципе, при особом желании они могут даже там через эту загородку что-то кидать, то есть там нет стекла, но в целом вроде все образованные, ничего такого не делают, но сами животные выбегать не могут. Самое грустное для меня это орлы, вот орлы, да, они сидят в таких не очень приятных клетках. Вот, дальше. Очень впечатлили съемки кладбища. Не то чтобы я фанат этого, но культура захоронения меня интересует. Например, сильно раздражают российские оградки, перекрывающие проходы и заросшие травой выше человеческого роста могилы. А в твоих съемках были только склепы. Это всех так хоронят или только знать? Нет, есть захоронения обычные, которые тоже с травками, иногда с загородочками, иногда без. Все это тоже есть, но я, естественно, снимала то, что, наверное, поинтереснее. Единственное, что у нас, наверное, так не зарастает, как в России, по причине того, что, по крайней мере, те кладбища, которые в городской зоне и которые именно могилки вот не в склепах, там обычно, ну, то есть московские, например, кладбища, преимущественно, которые я знаю, они в лесу. Вот какие-то новые, которые не в лесу, а в чистом поле, там они так сильно не зарастают, потому что, ну, ветром выдувается, солнцем это все испепеляется и так далее. Вот у нас тоже это не в лесу, и скорее за лето все просто высыхает. Вся травка не особо там что-то растет, да, но в более зимний период, а потом все это само собой и пересыхает. Вот. Ну,
тоже это все зависит от того, есть ли родственники, которые приходят и ухаживают, или нет. Я, естественно, показываю то, что самое красивое. Есть и склепы совершенно разрушенные, отвратительного вида и так далее. Но я старалась показывать самое интересное, самое красивое. Про медицину и образование тоже интересно узнать. Слушайте, ну про такие общие вопросы, конечно, сложно отвечать. Медицина, образование в нынешнее время у нас большой, сильный экономический кризис. Поэтому не так все хорошо с медициной и образованием, но в целом медицина здесь считается очень хорошей, и поскольку она еще и бесплатная, в том числе для иностранцев, многие приезжают сюда полечиться и дальше уехать. Про учебу то же самое. Учеба бывает бесплатная, и тоже иногда приезжают поучиться здесь бесплатно и дальше поехать, потому что наш государственный университет считается одним из лучших в мире. Это так, если прям совсем очень кратко. Что еще? Про аргентинские выборы. Это мои любимые выпуски. И, кстати, сегодня 22-е. Это я снимаю к 25-му, да, но снимаю я 22 октября, и сегодня как раз был день выборов. Ну, был он еще, все еще есть, мы все еще не знаем результатов, просто мы уже сходили, проголосовали, и ждем пока вечера, когда узнаем результаты. Может быть, поскольку вы уже будете смотреть, 25-го результаты будут известны, я тоже в описании к видео напишу там пару строк, кто что выиграл. Хотя я думаю, что вам это ни о чем, конечно, не скажет, потому что наверняка вы не знаете, кто с кем борется. У нас 3 главных претендента, и мы подразумеваем, что на этих выборах будут... То есть это будут не финальные, будет еще баллотаж, как это... Ну, в общем, 2 кандидата останутся, и будет 2-й тур. Так, поехали. Поехали дальше. От Елены вопросы закончились. Так, следующий вопрос. Ну, к сожалению, имя не скажу, потому что опять вот юзер. Значит, на канале я недавно, не помню, в майском видео вы показывали замечательную баночку с обрезками ниток и обмолвились про коллекцию прошлых лет. Хотелось бы поподробнее об этом узнать, посмотреть на другие бутылочки. Я действительно обмолвилась, я помнила этот вопрос, поэтому принесла сюда бутылочки. Значит, это моя текущая. Все началось вот с этой баночки. Что мне тут интересно? Я, значит, если к ней внимательно присмотреться, то... Даже с этой началось. Да. Если к ней внимательно присмотреться, а если даже еще и достать, то в ней очень-очень мало по сравнению с остальными каких-то рыжих оттенков и очень-очень много голубых и сиреневых. А вот для сравнения, например, следующий год. Это 2020 года, это 2021 год. Все равно здесь достаточно много светлых оттенков, немало голубого. А вот в 22-м, мне кажется, уже становится такое еще более рыжее все, коричневое и так далее. Ну, сейчас что-то еще мало понятно. Значит, почему я это собирала? Мне было интересно действительно, как меняется палитра, потому что я очень много любила в своих сюжетах голубые оттенки и какие-то сиреневые, в общем, более холодные такие оттенки. А потом с годами у меня... Ну, то есть я реально в 2020 году очень мало осенних сюжетов вышивала. А, по-моему, в 2021 году я прям начала какую-то серию осенних работ, и осенних работ у меня стало очень много. И это прям очень сильно заметно по обрезкам, да, о том, как вот это вот самая холодная баночка, даже вот издалека я когда на нее смотрю, она прям самая холодная. Вот. Это был мой первый эксперимент, и, в общем, последующие годы, да, с тех пор, как в мою вышивку ворвалась осенняя тематика, баночки дальше уже перестали так сильно различаться. Единственное, что, может быть, еще можно посмотреть, когда в мою жизнь вошел металлик, потому что в первых
Первые 2 года, по-моему, нет никаких металлических обрезков металлика, а потом появились. А в этом году, наверное, еще и нитки с переходом цвета появятся. Поэтому, ну, вот какие-то такие тенденции, одной мне интересные и понятные, наверное, ради этого. Пока они место критическое не занимают, я их храню, а дальше посмотрим, может быть, набью какие-то другие подушечки этими ниточками. Дальше. Очень интересно узнать мнение об основах. Какая самая любимая, на какой труднее всего вышивается, по предпочтениям в цветах вроде все понятно, но планируются ли еще эксперименты с окрашиванием основ? Вопрос был от Валентины. Валентина подписалась, поэтому я знаю, кто это, потому что, опять-таки, юзер. Про предпочтения сказать сложно, потому что на самом деле мои предпочтения меняются. Самая первая основа, которую я попробовала, был Casual. Вообще, я узнала о тканях равномерного переплетения через интернет. Я уже тогда жила в Аргентине, и доступа у меня к ним не было, поэтому я заказывала вслепую. И вот чисто внешне мне был интересен лен. И я, по-моему, в первый раз купила только мурановый горох и, по-моему, какой-то голубенький цвет, а все остальное покупала лен. И действительно, лен мне очень нравился. Потом я попробовала Линду и поняла, что действительно крупный каунт — это для некоторых работ, особенно где есть лица, например, мне не нравится, когда крестики кривые на лицах. Линда в этом плане спасение, потому что чем крупнее аккаунт, тем проще, наверное, вышивать, тем ровнее ложатся крестики и так далее. И как-то я вот полюбила крупные аккаунты. Затем я узнала о существовании Евы и влюбилась вообще в Еву, там, где неполные зашивы, где какие-то веночки и так далее. Вот эта вот текстура, мне ее безумно нравится. Сейчас я снова, вот когда делала закупку, я снова закупалась льном, потому что вот на какой-то момент, когда я узнала про Линду, вернее, не узнала, но не то, что я ее не знала, просто попробовала Линду и поняла, что мне нравится, я больше стала вышивать на Линде, на Бритни, на Монике. Какое-то время я вообще не любила Аиду, потом как-то поняла, что очень хорошая основа тоже. И вот сейчас, когда закупалась, мне именно прям вот хотелось больше льна. Поэтому, наверное, я такого переменчивого характера. Что мне меньше всего нравится? Наверное, из льна мне меньше всего нравится пермин, потому что он не настолько текстурированный, что ли, и очень тонкий, но при этом очень жесткий. В общем, как-то вот чисто в работе и тактильно он мне меньше всего нравится, но там очень красивые оттенки. А среди основ хлопковых, да я не знаю, наверное, просто вот Моника меньше всего нравится, потому что какая-то более скользкая. Ну, украинская равномерка совершенно мне не понравилась. Но у меня был один опыт с ней, с одним цветом, говорят, другие цвета не настолько плохие. Турецкая равномерка тоже я пробовала, была хорошая, а была неравномерная, от этого, конечно, нехорошая, потому что неравномерная — это сразу крест на очень многих процессах, в том числе или особенно даже в прикладных, поэтому в этом плане, наверное, нет. Но если вот надо до конца жизни выбрать какую-то одну основу и всегда вышивать только на ней, то я бы, наверное, не смогла выбрать, не знаю. Наверное, я бы, конечно, выбрала какую-нибудь либо Линду, либо Еву белую и сама бы красила. И отсюда мы переходим к вопросу про окрашивание. Я, кстати, никогда не красила Еву, поэтому мне было бы интересно ее покрасить, посмотреть, как вот... Я вообще, по-моему, лен никогда не красила, поэтому мне интересно покрасить лен и что-то подобное, да, потому что Ева — это не лен все-таки. Еще про окрашивание, да, у меня есть, то есть я что-то уже думаю о том, что я могла бы, у меня в этом году год пистартов,
А на следующий год я какие-то старты, естественно, буду делать. И я уже думала о как минимум одном сюжете, который я хочу стартануть, но основу, я даже знаю, наверное, на какой основе или на какой гамме цветовой я хочу это все сделать, но я хочу немножечко как бы вот доработать ее, скажем так. Поэтому, да, окрашивание планирую. Не хочу сейчас это делать, чтобы, знаете, вот этот энтузиазм по стартам меня совсем не захватил. Поэтому думаю, где-нибудь там либо в самом конце декабря, либо в начале января вернусь к окрашиванию. Прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, хотела сказать, что я вот даже вышивку принесла. Думала, может быть, буду рассказывать и что-нибудь вышивать. Но когда лицом, конечно, это все делаешь, мне кажется, это не очень удобно. Но я уж не буду сейчас переделывать показывать, как я вышиваю, тоже я не считаю прям уж таким интересным. Так, давайте... что-то я тут нажала. Нет, вроде все нормально. Давайте дальше перейдем к вопросам. У меня 2 вопроса. Бывает ли, что ты вышиваешь, потому что надо? Не по зову сердца, так сказать, а для того, чтобы просто закончить работу, например. Да, бывает. Так бывало с работами, которые я вышивала не себе, а, например, сестре, маме и так далее. Еще это бывает и с теми работами, которые я сама выбрала, но что-то как-то мне там в процессе не зашло, в процессе я устала от работы. Например, сейчас, я думаю, что вы увидите, я очень надеюсь, что вы увидите в результатах октября. Я майки от Вознесенской вышиваю, круглый сюжет, и там осталось 1000, и я не знаю, что произошло. У меня вообще душа не лежит. И я буду дошивать ее просто потому, что надо дошить, потому что 1000, ничего. Мне точно совершенно будет нравиться результат, но вот пока совершенно не хочется. Обычно, если мне что-то не хочется шить, я откладываю и жду, когда захочется. Чаще всего потом как-то вот меняется настроение и все в радость, но бывают работы, которые из серии «давайте уже закончим, уже сил больше нет». Бывает такое, но, наверное, 90% из моих работ это все-таки ради процесса, а не ради результата, поэтому чаще всего все-таки процесс мне нравится. И второй вопрос. Были ли моменты в твоей жизни, когда ты пожалела о переезде в Аргентину, хотелось ли вернуться домой? Я пытаюсь вспомнить, потому что живу я здесь уже 12 лет. Какие-то, может быть, вспышки эмоциональные, но я их не помню. А вот такого, что я прям совсем разочаровалась и нет, я чаще всего думаю о том, как здорово, что я решилась, о том, как чудесно все сложилось в 2010 году, что я в целом вообще подумала о том, чтобы посетить эту страну, потому что изначально я не планировала сюда переезжать, вообще никуда переезжать я не планировала. И вот чудесно так случилось, что я познакомилась с аргентинцем, благодаря ему приехала в страну и благодаря этому влюбилась в страну. Вернуться в Россию, в смысле вернуться, нет. Я пытаюсь вспомнить, потому что был какой-то момент, когда моя мама спрашивала Маркицы, как он бы отнесся к тому, чтобы приехать, например, в Россию, какое-то время там пожить. И мне хотелось бы попутешествовать по России. Но вернуться жить в Россию точно нет. И, наверное, единственный раз это было какое-то политическое объяснение этому, не какое-то конкретное политическое событие, когда мы обсудили всерьез с Маркицем возможность переезда в другую страну, но в соседнюю по Латинской Америке, точно не возвращаться в Россию точно. Вот. Наверное, как-то так. Я, наверное, тут уточню еще все-таки. У меня есть видео про то, как и почему я переехала в Аргентину, но на всякий случай еще раз. Аргентина у меня была сознательным выбором, то есть это я люблю эту страну, а не потому, что вот у меня молодой человек аргентинец. Это мы познакомились позже, поэтому моя любовь к Аргентине, она, возможно, изначально была какой-то более
слепой, что ли, да, потому что не все знаешь, и когда начинаешь жить в стране, ты, конечно, больше узнаешь там про экономику, про политику, про какие-то социальные аспекты, людей лучше узнаешь и так далее. И, наверное, ну, я не поверю, что человек, который изначально любил страну, и потом больше о ней узнал, и только еще лучше стало. Всегда есть какие-то подводные камни, есть какие-то минусы и так далее. И естественно, что я про Аргентину тоже узнавала какие-то минусы и так далее, но, скажем так, я бы могла уехать из страны только из-за каких-то очень серьезных политических изменений, например, лишение каких-то свобод, очень сложные какие-то экономические ситуации, и я бы всегда уезжала отсюда временно, надеюсь, что когда-нибудь здесь поменяется власть, тогда я смогу вернуться. Но пока есть надежда на... Вернее, пока есть честные выборы и есть сменяемость власти, всегда есть надежда, что это все то, что не нравится, поменяется и так далее. Поэтому в день выборов скажу еще раз, что да, я люблю эту страну, и в том числе за то, что здесь есть возможности поменять, в том числе политические какие-то решения неправильные или те, которые не нравятся людям, таким как я, например. Дальше. Вопрос от Ксении. Там начало немножечко такое философское, скажем так. Перейдем к вопросу. Чем ты руководствуешься, когда получается сделать заказ на основу для вышивки? Бывает ли, что буря, пожар, безумие, хочу сиреневенькую глазовыколупывательницу? Так. Вопрос я поняла, я думаю. Да, бывает, я, например, в последней закупке что-то меня на рыженькое потянуло, и я заказала что-то там 6-7 отрезов рыжего, разных оттенков, разных текстур и так далее. И вообще не понимаю, зачем. Это было, кстати, по-моему, в том же видео, в котором... И, кстати, вот удивление там философской Ксюши было, если это я все правильно назвала, да, Ксюшу Ксюшей, по поводу того, что как любитель осенних схем не знает, что вышивать на коричневых. Мне как-то вот больше нравится, что ли, контрастность. То есть, если яркая рыжая схема, я ее предпочитаю жить на чем-то более нейтральном. А на рыжем, ну, я себе представляю только Хэллоуин. И только что-то преимущественно черными оттенками вышивающееся. Что-то такое практически монохромное. Поэтому да. На коричневом как-то, да, попроще. Есть варианты. А вот на таком рыжем с претензиями, таком ярком, как-то все-таки, да, особо, мне кажется, не все повышивается. И чем еще я руководствуюсь при, каким-то зовом сердца. Вот, например, в этот раз я говорила, что мне хотелось больше льна. Я предпочитаю брать какие-то основы максимально универсальные, но при этом, зная в целом свои предпочтения, брать какие-то цвета, которые я знаю, что вот рано или поздно оно подо что-нибудь подойдет. Бывает, да, что беру рыжие и не понимаю зачем. Из самых первых своих покупок у меня было гораздо больше осознанности, мне кажется. Я брала какие-то основы еще более нейтральные. Все, по-моему, были голубые и синие. То есть горох у меня же тоже был, да, вот на синем белый горох. Потом еще был темный, такой темноватый синий, светло-голубой, еще более светло-голубой. То есть как бы вот, и все использовалось. Горох у меня еще остался, но не потому что, а просто я медленно вышиваю. Но я знала, для чего. А сейчас с годами как-то я примерно представляю, на что я могу это потратить, но бывает из-за того, что я стала смотреть вышивальный YouTube, я иногда смотрю, вот сливовая мурана, очень красивая. Я не знаю, зачем я ее купила, я не знаю, что я могла бы на ней вышить, что-нибудь наверняка, я думаю, придумается. Поэтому вот такое тоже бывает. Следующее. Какие самые важные вещи должны быть в доме, чтобы в нем было уютно, кроме маркетиса? Кошка.
маргитис и кошка. И все. Значит, уютно, чтобы было в доме. Я думаю, что для каждого человека это свое. Мне была важна, наверное, и приятна, и создает она до сих пор для меня очень много уюта деревянная мебель. Вот сейчас ее не видно, а когда я обычно снимаю за столом, то, что вы за мной видите, это сделано из сосны, практически не обработанная, она просто покрашена беленьким, там просвечиваются все недостатки дерева, где смолы проходят и так далее. Для меня это создает какой-то вот уют и так далее. Еще, наверное, мне кажется, шторы создают уют. И мне хотелось бы повесить какие-то картины, это тоже, на мой вкус, создает уют, но вот переизбыток или какая-то не... Я, не могу никак определить, где, как, что я хочу. У меня не очень большая квартира, поэтому на все стены не навешаешь. А, допустим, в одной комнате, которая большая, навешать на одну стену, например, что-то серьезное, какие-то серьезные пейзажи, а на другую стену напротив, да, это будет другая стена, но что-то такое шуточное и такое более мелкое, для меня все равно это какое-то вот что-то не то. Поэтому я все продолжаю думать о том, что же, как лучше и так далее и тому подобное. Еще у меня над кроватью висит ловец снов. Для меня это тоже очень уютная вещь, потому что она с большой историей. Мне ее подарили ребята давным-давно. Она сделана руками, она сделана буквально там уникально. Тоже человек занимался хендмейдом или может продолжать заниматься, да. То есть вот тоже такая вещь. То есть вещи, наверное, сделанные своими руками, да, они создают определенный уют. Камин бы еще. Вот камин был бы хорошо, но в домашних условиях электрический камин наверное, нет. Хочется дом отдельный с камином, с настоящим. Вот вопрос, на который не смогу ответить, не смогу показать. Показать рум-тур по квартире. Не покажу я вам рум-тур по квартире, вы меня очень извините, но, во-первых, я не вижу в этом большого смысла. У меня небольшая квартира, 2 балкона, что их показывать, кухня небольшая, которая мне... мы там не сделали еще ремонт, поэтому она меня в какой-то мере беспокоит, поэтому я не хочу ее показывать. Мне нравится там мебель, мне не нравится там абсолютно пол и сама раковина, столешница, которую мы все никак не поменяем. Поэтому вот... место, где я снимаю, это я вот сейчас просто напротив сижу. Вот диван, в спальне у меня просто кровать и шкаф. Зачем мне вам показывать, где я сплю? Я не вижу, честно, в этом смысла. Плюс у нас там какие-то вещи еще в процессе, потому что вот мы не понимали, приедет сестра, нужен ли будет ей шкаф или нет. Так что тут еще работать мне до идеальной обстановки далеко. Я вообще считаю, что аргентинцы, они более спокойно относятся к домашнему убранству, домашней уюту, чистоте и так далее, потому что очень много времени все-таки проводится вне дома. Здесь редко приглашают людей домой. То есть, если мы собираемся с друзьями, мы либо собираемся на балконе жарить мясо, и в целом всем все равно, как у меня дома, либо вообще не собираемся внутри квартиры, а собираемся где-то вне. Поэтому вот это вот показать, какой мы обалденный ремонт сделали, это не очень. Поэтому по этой причине ремонт здесь длится еще дольше, чем обычно. Все знают, да, что ремонт невозможно закончить, его можно отложить. Вот. А тут можно прям с самого начала его отложить. Так, и остановиться на вашем вышивальном рукодельном месте, где лежат рукодельные запасы. Значит, вышивальное мое место,
оно не особо определено, потому что, опять-таки, квартира у меня небольшая, и вот раньше я вышивала на вот этом диване, на котором я сейчас сижу. Сейчас я на нем уже очень давно не вышиваю, не знаю почему. Прошлой зимой я вышивала вообще в кровати, потому что мне там было тепло, а последнее время, последний, наверное, год я вышиваю вот там, где я снимаю большинство своих видео за столом, да, вот сзади шкаф, вот. Я прям за этим столом и вышиваю большую часть своего времени. Обычно вообще это стол у нас обеденный. И когда Маркиз у меня не в командировке, то я могу там что-то разложить, потом убрать, мы покушаем, потом снова разложить вышивание. Когда он в командировке, я там полностью создаю свой рукодельный уголок, а кушаю на другом небольшом столике, на котором вот сейчас у меня тут чаечек разложен. Поэтому вот так. А вышивальные запасы у меня разложены равномерным слоем по квартире. На самом деле Маркиз мне купил определенный шкаф. Подразумевалось, что мне туда все влезет. Но не влезло. На самом деле я хочу заняться некой переорганизацией, выкинуть что-то, может быть, ненужное и так далее, что-то организовать, но все, никак у меня руки до этого не доходят. Я там одну часть переорганизую, другую. А сейчас, когда у меня сестра приезжала в этом году и привезла столько тканей, и ну, там реально был чемодан, и я заняла вот целый огромный ящик шкафа битком, забит этими тканями. Только тканями, потому что наборы пошли в другое место. И я теперь просто... Ну, честно, я даже не думала, как это все организовать, потому что я понимаю, что я не знаю, как это организовать. То есть, по-хорошему, шкаф, который я заняла, там вот эту вот полку, его надо выбросить, ну или куда-то там, да, убрать из нашей квартиры. Для этого надо освободить. А куда вот это вот все девать, я пока не знаю, поэтому я стараюсь об этом не думать, потому что у меня никаких решений на данный момент нет. Вот. Поэтому вот так. Ну, когда-нибудь я обязательно все организую и вам покажу. Но не скоро. Очень интересно, по какому принципу вы выбираете авторские схемы. Они у вас разнообразные, долго ли вы привыкли? Ага, давайте по порядку. Там дальше про другое. Значит, как я выбираю авторские схемы? Обычно у меня должен случиться этот какой-то матч. Ну, мне должно понравиться. Я люблю осенние схемы. Это вот какой-то определенный процент попадания. Это если схема осенняя. Есть какие-то, например, я люблю очень воронов, но с определенного времени стараюсь все-таки, когда это главный персонаж, наверное, не покупать. Я люблю какие-то определенных сказочных персонажей. Например, я не знаю, почему я очень люблю Алису. Хотя я не могу сказать, что Алиса, да, в «Стране чудес» какая-то моя самая любимая книга, но вот герои, мне кажется, очень классными, очень яркими и так далее. У меня есть, допустим, «Красная шапочка», да, она мне тоже, я не могу сказать, что это моя любимая сказка, но я вышиваю сейчас «Красную шапочку», у меня есть другие схемы, которые тоже по «Красной шапочке», они мне очень нравятся. Не знаю почему, не могу сказать, просто иногда смотрю, вижу и думаю, что вот нравится сочетание цветов, я очень люблю все, что сине-голубое. Раньше я могла взять работу, в которой там 30% это небо штопается крестиком, полукрестиком, фон, там, я не знаю, море и так далее. Сейчас я уже смотрю, вот, типа, ну, скучно будет это шить и так далее. То есть не то, чтобы я не люблю участки зашива одним цветом, я не люблю, когда это долго шьется, что-то такое фон. Помните от Марии Искусницы бутылки? Там же тоже много достаточно фона, но почему-то такой фон меня не пугает, потому что его проще чередовать. Бутылочку вышел, фон над ней. Бутылочку другую вышел, опять фон над ней, там, внизу. А вот когда какой-то персонаж, там, лодочка, а дальше море, горизонт, небо, и все, и кроме лодочки ничего нет, такое, наверное, я уже не выберу, потому что мне, наверное, уже будет скучно шить, и так, что-то я тут сломала. Ага. Вот, поэтому еще, наверное, я смотрю на дизайнеров.
иногда я смотрю и думаю, что вот, ну, дизайнер на слуху, а я еще ничего не пробовала. Я захожу тогда к дизайнеру и намеренно выбираю что-то, вот, чтобы мне как-то ёкнуло сердце. У меня, например, с Волковой долго так было, что очень хотелось попробовать Волкову, потому что все о ней говорят. Я захожу, ну, красиво, да, красиво, очень красиво, но вот все не мое. Гамма не моя, инжир не люблю. Ну, как? Ну, инжир, ну, персики. И вот как-то с виноградом у меня случился, да, матч, потому что... Ну, это тоже, наверное, случилось, когда я начала любить вино, и вот с вином я как-то стала смотреть больше на виноград, поняла, что красивое, просто очень красивое. Саму виноградину, вот это вот грозди, кисти и так далее. И посмотрела другими глазами на схему, и вот тогда как-то, да, случилась эта любовь, и я решила его вышивать. А так могу что-то подумать о том, что вот какое-то прикладное мне все хочется сделать, но как я шью и куда я прикладываю, понятно, да, никуда. К рулону, приложить к рулону. Вот, ну, то есть, да, просто это на уровне каких-то эмоций мне сложно объяснить. Может быть, если бы я каждую работу вам сейчас вот доставала и объясняла, почему я ее выбрала, наверное, у каждой какая-то своя история. То есть нет какой-то универсальной формулы. Так, и здесь был второй еще вопрос. Долго ли вы привыкали к чужой стране и как вам дался язык? Может, вы где-то рассказывали, но я недавно вас смотрю. Значит, мне страна... ну, я рассказывала, да, у меня есть видео. Оно закреплено, по-моему, на моей главной странице Ютуба. Как и почему я оказалась в Аргентине. Там я чуть-чуть рассказывала, ну, наверное, не столько про язык, сколько как у меня случилась любовь к стране. Но там до моего переезда, да. И вот поскольку до переезда у меня уже случилась вот эта вот большущая любовь, то привыкала в целом мне нормально. Конечно, были какие-то вот эмоциональные нагрузки, особенно когда учишь язык, а я учила язык таким образом, что я практически полностью исключила русский язык. Я не встречалась с русскими людьми здесь, ну, минимально, вот прям совсем минимально. Не говорила по-английски. Да, вот аргентинцы, которые говорили, я им говорила, не надо со мной говорить по-английски, давайте по-испански. И старалась, особенно когда я получила работу свою первую, я с утра, соответственно, 8 часов работала, а после я старалась еще куда-то с кем-то сходить, встречаться и там продолжать разговаривать. И да, бывало сложно, бывало, что после работы говорила, все, не могу, просто перегружен мозг, просто уже болит голова не в том плане, что болит голова, а болит голова от вот информации, потому что у меня были чудесные коллеги, которые все свободное время, что мы там не занимали работой, они со мной разговаривали и какие-то вот приставали, новые слова, что-то спрашивать, и это было реально такой интенсив. Бывало сложно. Но в целом, наверное, какие-то самые сложные привыкания, самые сложности были именно вот бюрократические, получить документы и так далее. Вот тут вот были какие-то моменты отчаяния. А так страна, я могу сказать, что меня приняла страна очень тепло, и мне действительно в целом очень сильно везло, поэтому было достаточно легко. Наверное, через 1,5 года я уже вообще абсолютно комфортно себя чувствовала и в плане языка, и в плане уже документы были, и вообще все было нормально. А первый год был, наверное, такой сложный, но тоже местами. Работа есть, как-то проще все. Работы нет, сразу появляются проблемы и так далее. Ну вот, сейчас, понятно, уже это дом, и все хорошо. Так, дальше. Здравствуйте, Яна, расскажите, пожалуйста, о визе в Аргентину. У вас виза жены. Сложно ли все это оформляется? Как часто ездите домой? Как я уже в начале видео говорила, я не замужем, я не жена, поэтому нет, виза у меня была, виза русским в Аргентине не нужна, здесь безвизовый режим, до 90 дней можно находиться без визы. ВНЖ я получила на основании работы. Я нашла работу, по работе мне дали разрешение на проживание и соответственно,
Так я осталась в Аргентине. Сложно ли это оформляется? Сложно. Надо найти работу. Работу без языка найти сложно. Работу с языком найти тоже сложно, потому что для того, чтобы в миграционной службе одобрили все это, компания, в которой человек работает, должна быть зарегистрирована в миграционной службе. Это в целом не так-то сложно зарегистрировать компанию, просто нужно прийти и сказать, то есть там начальник компании должен прийти и сказать, я хочу нанимать на работу иностранцев, все. Там нужны какие-то бумажки, дальше это все бюрократия, какие-то там выплаты, налоги, не знаю что. Вот, поэтому это все в целом не тяжело, но бюрократически, из-за бюрократии сложно. Вот, поэтому вот так по работе, я не знаю, как сейчас, это было 12 лет назад, было очень сложно. Я считаю, что мне как-то просто невероятно повезло. Не знаю как, но невероятно повезло. Значит, моя нынешняя работа, она 3-я. Первую мне дали работу на 4 месяца. На самом деле, на 3 месяца я замещала девочку, которая была в декрете. Здесь декрет 3 месяца. И вот так вот совпало, и как раз человек меня знал, и у него был собственный бизнес, что он мог мне помочь в этом плане. И даже решился на 4 месяца, потому что на самом деле хотел мне дать 3 месяца, то, сколько ему нужно было, но в миграционной службе не приняли, поэтому ему пришлось делать, либо отказывать мне, либо давать 4 месяца. Вот он согласился, дал мне 4 месяца. Дальше я тоже нашла работу через знакомство, а вот нынешняя работа, она уже без всяких знакомств, просто вот я искала везде подряд и нашла. Я считаю, что это большая, огромная удача. Не то, чтобы я безумно счастлива от своей нынешней работы, у меня к ней много претензий, но там было все идеально в плане документов, все уже компания знала, как это все делается, и я была не первая иностранка. Так, и последний вопрос тут был, как часто ездите домой. За 12 лет я была в России 3 раза. Билеты дорогие, возможности отпуска в первые годы, первые 5 лет, здесь 2 недели отпуска. Поэтому, конечно, 2 недели тратить на Россию не хочется каждый раз, поэтому хочется что-то новое посмотреть и так далее. Вот. Дальше. Расскажите, кем вы работаете, как хорошо знаете язык. Язык знаю свободно. Наверное, литературным текстом писать мне будет сложно. Вообще писать в целом, какие-то переписывать и так далее, все нормально. Я работаю секретарем в инженерной компании, секретарь в администрации. То есть какую-то там почту деловую все-таки я веду. Аргентина такая более расслабленная, поэтому в целом, даже если где-то что-то я ошибусь, ничего страшного. Но стараюсь я все-таки себя проверять, прежде чем что-то отправлять. Но в целом, да, все такое стандартное. Я этим свободно владею. Устная речь свободна, на слух тоже все свободно. Конечно, бывает, наверное, в русском языке людям, постоянно проживающим в России, иногда попадают слова, которые вы не знаете и так далее, да. И многие там совершают какие-то ошибки в родной речи. Понятное дело, что я вне родной для меня речи тоже совершаю какие-то ошибки, но в целом проблем с пониманием у меня нет. И с изъяснением там тоже нет. Вот иногда, да, путаю слова и добавляю русский в испанский, испанский в русский. Так. На каком языке общаетесь с Маркитосом? Понимает ли он русский? Мы с ним всегда общались на испанском, мы познакомились на работе. Я пришла в компанию в феврале, он в июне, в июле, что-то такое. Поэтому
всегда мы общались только исключительно на испанском. Русский язык он учил перед тем, как мы приезжали в 2018 году. Просто в отпуск мы ездили, по-моему, на 2 с небольшим недели, что-то такое, не помню точно. И перед этим он учился читать, он знает буквы, он на слух может понять в целом, о чем речь. Может что-то сказать такое простое, базовое. Вот. Смотрел он каких-то русских блогеров, научился оттуда русскому мату. Вот так. Любит что-нибудь такое смешное вставить или мне прийти что-нибудь сказать, что он там что-то новенькое выучил, и я потом смеюсь, потому что очень, очень неожиданно. Вот. Вот на таком уровне. Так, у меня личный вопрос спрашивает девушка. Раз уж разрешили, почему малыша не рожаете? Значит, сразу всем, кто закатил глаза, я скажу, что меня не беспокоят подобного рода вопросы. Малыша мы не рожаем, потому что мы не беременеем. Почему мы не беременеем? Потому что, вот так случилось. Значит, ничего такого в этом я не вижу. Я считаю, что люди делятся, наверное, те, которые долго в отношениях и не рожают, на 3 типа. Они там child-free, осознанно не хотят детей. Они пока не могут, потому что строят дом, учатся, работают, готовят базу, и у которых не получается. Я не вижу ничего такого ужасного в том, чтобы сказать на публику, не получается. Я считаю, что если бы люди, девушки, чаще об этом говорили, не было вот этого комплекса, или он бы проще переживалось вот это вот, потому что нет, мы никакие не прокаженные, ничего, а нас много таких, у которых не получается, и можно жить без малышей все равно счастливо. Жизнь не только в этом, семья это не только мама, папа и ребенок, или там мама и ребенок, без ребенка тоже бывает все замечательно, чудесно, можно себя чувствовать полноценной женщиной, я вас уверяю. Вот, поэтому получится будет, не получится не будет. Вот так. Так, и дача. Такое понятие в Аргентине есть, участок имени вилла. В общем, где на природе есть свой уголок, овощи сами люди выращивают, или цветочки. Значит, дача, наверное, вот в том понимании, как в России, типа на выходные мы уезжаем куда-то за город и там что-то делаем, потому что, я не знаю, может быть, изменился концепция дачи, но мне кажется, что все равно туда ездят, либо цветочки надо окучивать, либо, если картошку, то картошку копать, и после весны что-то красить, после весны, после зимы, да, осенью что-то там готовить на зиму, закрывать и так далее. Здесь все-таки такого нет. Если есть у кого-то какие-то загородные участки, то это не обязательно каждые выходные мы туда ездим и там что-то делаем. Это вот реально, чтобы отдохнуть. Но мне кажется, что здесь больше не в плане город и за городом. Это может быть что-то есть на море. И на лето туда переезжают буквально, либо всей семьей, если есть возможность работать удаленно, либо дети, да, которые на каникулах, и там кто за ними может ухаживать это время, да, если там мама не работает и так далее. А так вот, чтобы прям дача в нашем понимании, скорее нет. Про выращивание у нас в городе есть, как это называется, дома с своими участками, но все равно дома, которые такие достаточно богатые, там свои садовники, да. А те, кто сами, в пандемию стало модно выращивать на балконе. Я в том числе выращивала всякие помидоры и перцы. Очень удачно, кстати, очень вкусно было. Вот так вот могут выращивать. Так, на подоконниках здесь нет цветов, то есть это либо на балконах. Но в Буэнос-Айресе очень-очень жарко.
летом прям вот очень много просто сгорает. А еще очень-очень сильный ветер. Поэтому на балконе, если вот он как у меня в достаточно открытом пространстве, там определенное что-то можно выращивать, потому что иначе это все ветром уносит, сносит, ломает просто, да? Следующий вопрос от Валентины. Вопрос про кухню. Что ты готовишь дома? Каких привычных ингредиентов тебе не хватает? Мне всего хватает. Я не замороченный человек. Мне вообще... Мы очень просто питаемся. Я бы не сказала, что мы прям вот готовим. У Маркетса были какие-то... как хобби, он любил готовить пиццу, и он искал вот рецепт идеального теста, потом он его нашел, и все, и благополучно больше пиццу он не готовил с тех пор. А потом он там бургеры делал домашние, пасту домашнюю. Вот у него бывает. У меня это бывало, наверное, на моменте, когда мы только начинали общаться, я что-то еще готовила, а сейчас достаточно редко наше питание более простое, то есть это больше свежих овощей, либо что-то запеченное, кусок мяса, овощи, либо свежие, либо запеченные. Все, никаких там сложностей мы не делаем, мы считаем, что это излишне. Ну и плюс лень. Каких ингредиентов не хватает, как я уже сказала, никаких в целом. Вот, я, например, в 2021 году привезла пакет гречки 900 грамм. Мне еще до сих пор половина. Хотя в целом я люблю гречку, но я умею экономить. Если бы она здесь была, было бы, конечно, проще. Но вроде говорят, с волной новой миграции ребята какие-то научились обжаривать как-то вот эту вот зеленую гречку так, чтобы она получилась похожая. Единственное, что ее нельзя варить, ее надо как-то на пару готовить. Я даже не уверена, что мне будет не лень с этим заморачиваться, мне проще не есть гречку. Подскажите, как обстоят дела с ветеринарией в стране? Знаю, что у вас есть кошечка, и сложно ли подтверждать диплом? Диплом чьей кошечки? В смысле, образование диплом? Давайте с конца. Значит, если диплом по образованию подтверждать сложно, потому что у нас в нашей стране, диплом российский практически нигде ничего не котируется, в Аргентине не котируется даже школьный диплом. Сейчас там что-то немножечко поменяли, но мне для поступления в университет, понятно, я в России заканчивала университет, да, но вот если бы я здесь захотела учиться, мне надо было сначала подтвердить свой школьный. Чтобы подтвердить школьный, нужно принести свой русский диплом, и там надо еще некоторые экзамены сдавать. Это там география, история. Они более такие региональные, да, испанский язык и так далее, но тем не менее. Вот. То же самое с дипломом университетским, но в большинстве случаев, это везде на самом деле сложности. Если какой-то врачебный, там тоже, там большинство смотрит, какие были предметы и каких не хватает, надо досдавать. Поэтому, и это обычно очень много. Вот. Про ветеринаров. Значит, в стране очень много кошечек, собачек и других различных животных, поэтому ветклиник достаточно много. У меня, к счастью, не было больших потребностей ходить с кошкой по врачам. А в 2021 году она немножечко начала лысеть. Но кошка возрастная, могут быть проблемы с витаминами. Мы начали давать витамины, она начала обрастать, но все равно потом лысеет, обрастает. И я не сталкивалась, но и в России не сталкивалась, поэтому не могу ничего сказать, но в целом мне кажется, что отношение к животным здесь очень приятное, и ветклиник много. В пешей доступности от моего дома я вот так вот легко вспомню 4 клиники. Просто вот рядом. Поэтому это достаточно много, мне кажется. Так, у Марины было очень много вопросов. Какие у тебя есть любимые занятия на досуге, кроме вышивки? Я люблю читать. Я люблю планеры всякие.
вот писать от руки, что-то там заполнять, планировать и так далее, очень люблю. Что еще? Ну, какие-то... Я люблю смотреть футбол. Это считается занятием на досуге? Да. Я люблю гулять, ходить в какие-то музеи, встречаться с подругами, да. Считается? Ну да, досуг, да. Вот. Какие-то у меня бывают еще вспышки. Вот, например, в 2020 году, да, мне очень нравилось выращивать на балконе там помидоры, клубнику, разные травы, укроп, петрушку, базилик, перец болгарский выращивала. Ну, короче, вот что-то такое. Очень нравилось. Я, мне кажется, полдня там проводила. Вот, то есть у меня меняется, ну, наверное, вышивка. Рисовать люблю. Ну как, рисовать я не умею. Раскрашивать люблю, что-то пытаться скопировать, нарисовать нравится. Не очень получается, но нравится, да. Вот, музыку слушать, на концерты ходить. Ну, как-то так. Какие у тебя любимые блюда аргентинской кухни? Так. Очень люблю такие зимние блюда. Их кушают в период национальных праздников. Они у нас как раз зимой, май, там, июнь, июль, День революции, День флага и День независимости. Это такое типа как рагу. Есть там совсем типичное, а есть такое более домашнее, что ли, более универсальное. Там чечевица разные, типа как у солянки. Да, мясо, это сосисочка, какие-то кусочки мяса, там ветчина и так далее. Ну и вот соус томатный, картошечка, какие-то еще там морковка, наверное, что-то такое. Очень вкусно, очень вкусно. Люблю очень, конечно же, наши пирожки. Типичные эмпанадос они называются, да, они с мясом бывают, ну, очень много разных вариантов, там, с кукурузой, да с чем только не бывает. И из сладкого вообще все люблю. Вот на самом деле любую еду, которую аргентинскую скажут, ну вот 90% я люблю. Я раньше, здесь, значит, именно вареная сгущенка в почете, но она немножко отличается от нашей русской вареной сгущенки. Есть люди, которые говорят, что то же самое, не то же самое. И я вот первые годы не была фанатом, скажем так. Я ела, но вот прям вот ложкой. А тут последнее время прям стала фанатом. У нас теперь баночка на 250 грамм на неделю не хватает. Вот. Так, еще очень люблю пастелитос. Они... Нет, ну это не передать словами. Как надо... Я вот сестру, кстати, снимала, как она кушала наши тут всякие блюда, и никогда не выложила. Надо все-таки это сделать. Так, что тебя раздражает в жизни? Дураки. Не люблю глупых людей, вот, которые тупят. Вот. Причем тупят, потому что они не хотят подумать. Прям, да, раздражает. Еще иногда раздражают какие-то... ну, в общем, да, люди тупые меня раздражают. Вот. Так, что наоборот радует? Хорошая погода, солнышко, когда вот я могу что-то спрограммировать. Я, наверное, не то, что меня это раздражает, ну да, я люблю, когда все как-то размеренно и попадает в настроение, если вдруг не размеренно. То есть мне маркетинг иногда бывает, говорит там, я уезжаю в командировку, потом нет, я не уезжаю. А я вот как-то себе люблю напланировать что-то, а он такой потом приходит и говорит, нет, а я уже не уезжаю, и все, и я как-то планы уже потом меняю. Вот, поэтому я люблю, когда либо вот, если даже что-то спонтанное, что пусть оно совпадает с моим настроением, там, из серии, если подруга написала, ой, я тут у тебя у подъезда, пойдем гулять, пусть она попадет в настроение, чтобы вот и я правда хотела, и вот все сложится замечательно. Прям очень радует, когда вот так вот все вот складывается как надо. Люблю. Так. Если тебе не здоровится или нет настроения, как ты с этим справляешься? Иду спать. Иду спать. Мне обычно сон помогает. Я не очень люблю прям вот спать, там всякие сиесты каждый день по возможности. Не, это я не люблю. Я нормально высыпаюсь за ночь и так далее. Но вот если какое-то плохое настроение, хандра,
или плохое самочувствие, вот поспать. Мне вот зуб удаляли, вроде, в принципе, ничего не болело, ну, зуб мудрости, достаточно легкий случай у меня был, но я все равно пошла, 3 часа поспала, потом 2 часа проснулась, что-то как-то, какая-то боль, да, все равно есть. 2 часа что-то поделала, поняла, что как-то мне не очень вышивается, пошла еще 2 часа поспала. Замечательно. Про вышивку. Какие сюжеты тебе нравится вышивать? Ну, уже говорили, да, что вот должно меня торкнуть, увидеть и влюбиться. Хочешь ли ты освоить что-то новое, кроме крестика? Не знаю. Мне очень нравится крестик за то, что он меня, он расслабляет. В целом можно как-то, да, помедитировать с вышивкой. Но, с другой стороны, есть какие-то сюжеты, которые посложнее, где-то там выкладная нить и так далее. И там надо уже и покорпеть, и что-то творческое можно применить, и как-то вот прям... То есть он такой вроде простой, а вроде многогранный. Наверное, мне хотелось бы попробовать шовчики. Я уже один раз пробовала, поняла, что я что-то глаза себе сломаю быстрее, чем разберусь с шовчиками. Но, может быть, просто основа была не самая лучшая. Может быть, надо покрупнее попробовать еще раз. Вот, то есть что-то смотреть чужое мне очень нравится. Самой пробовать по разным причинам. Или зрение, или просто отсутствие таланта. Не нравится, не получается. Мне, наверное, хотелось бы попробовать что-то вне крестика, там, научиться рисовать или попытаться хотя бы рисовать. Я пытаюсь, как так, не очень получается. Так, твой любимый вышивальный бренд. Наверное, РТО за счет упоротости их сюжетов и в целом хорошей комплектации наборов. Но я не очень опытная, я мало что пробовала, да, я там Dimensions чуть-чуть надкусила. Джан Лин попробовала, мне очень понравилось, хотя там какое-то замороченное в плане много четвертей, но понравилось. В общем, я считаю, что мне надо еще много чего попробовать, чтобы полноценно ответить на вопрос. Больше всего у меня наборов РТО, и в работе, наверное, да, 2-3. Сколько у меня наборов РТО? В общем, два набора РТО у меня точно есть в работе, и еще много в запасах. Еще 2 паны у меня в работе. Тоже нравится, но вот по сюжетам, наверное, РТО мне ближе, они как-то более с прибамбахом. Твоя мечта? Не скажу, а то не сбудется. Я не знаю, посетить Италию. Вот. Очень хочется. Какую музыку ты любишь? Поешь ли для себя, когда что-то делаешь по дому? Музыку люблю я преимущественно рок разный. Раньше больше русский, сейчас и что-то международное и аргентинское, но что-то оттуда, рок. Пою ли? Бывает, пою под настроение. Когда одна, могу попеть, да. Если, да. Да, в душе не пою, а вот именно когда что-то делаю, наверное, да, могу. И включаю, да, подпевать, да. Вот, а просто так я не пою. У меня аж слуха нет, я же никуда не попадаю, поэтому я только одна, чтобы не травмировать сожителей. Какие любишь книги? Значит, я раньше как-то вот запойно очень читала, и читала все подряд, и нонфикшн, и классику, и что-то такое, фэнтези, фантастику. Я достаточно всеядна в плане книг. Наверное, больше всего я люблю какой-нибудь такой хороший магический реализм, фэнтези с очень красивым, хорошо продуманным миром. Там какая-нибудь типа Робин Хоп, да, вот сага как они? О каких-то там кораблях. В общем, вот она. И еще я люблю альтернативную историю. Когда вот как будто что-то пошло по другой степи. То есть исторические личности в новом варианте. Как проводишь отпуск?
По-разному я провожу отпуск. Что-то в последнее время мало отпуска бывает. Но вот последний отпуск был у нас такой достаточно активный, да. Горы, треки практически ежедневно. Очень понравилось. Иногда очень хочется потупить у моря. Это да, очень скучаю по морю, давно не была. Прям вот очень хочется. Но треки тоже прям вот... Прям любовь-любовь. Я даже не знаю, как это... Если в море, наверное, это чисто отдых, да, даже если там как-то где-то гулять, вот я в воде все-таки погружаюсь в воду и отдыхаю. Даже если я там плаваю, ныряю на волнах, сопротивляюсь и так далее, все-таки вода забирает усталость. А треки — это, наверное, очень много энергии. То есть, несмотря на то, что ты ходишь много, устаешь, мы вернулись, я считаю, что мы после пандемии были достаточно неподготовленными. Вот не то, что там болело, ну да, болело, как после упражнений хороших, но все равно как-то наполняет какой-то энергией, вдохновляет неимоверно и как-то обновляет, но по-другому, не через отдых, а через энергию. Не знаю, как-то дурацки объяснила, но я надеюсь, что вы меня поняли. Так, от Марины на все вопросы я ответила. Кстати, часто спрашивают тут тоже вопрос, на какой основе вы вышиваете карту мира. Отвечу еще раз, потому что никогда не бывает лишним. Карту мира от компании Panna я вышиваю все из набора, а в наборе там Линда от Гаммы. Вот я на ней вышиваю. Она какого-то такого типа антиквайт. Ну, короче, белый, но не белоснежно-белый, какой-то молочно-белый. Еще вопросы от Елены. Значит, когда начинала вести блог, понимала ли, что будет непросто? Сначала нет, потом, когда начала записывать и 150 раз переписывала одно и то же, поняла. Про монтаж, да, я сразу понимала, что будет непросто. А когда поняла, как Маркиз его хочет делать, я вообще поняла, что это будет непросто. А сейчас я ленюсь и делаю. Вот, ну иногда я не ленюсь, но вот это вот видео, я понимаю, что оно будет очень длинное, поэтому тут я буду лениться. Что это серьезная работа, отнимающая много времени и энергии. Да, это серьезная работа, ну, смотря как делать. Иногда видео просто склеиваешь, убираешь что-то лишнее, отсматриваешь, а вот так, как мы делали в самом начале, со вставками, прям вот продумано, очень все педантично, там, да, это да. Это могло занимать несколько дней. Это действительно такая огромная работа, отнимающая очень много времени и очень много энергии. Что делать, если хочется закрыться в норке, перестать вышивать и снимать? Ну, если хочется, надо это сделать. Надо перестать вышивать и снимать и ждать. Я считаю, что через силу делать ничего не нужно, потому что я даже, ну, вы, наверное, заметили, что я на комментарии отвечаю иногда спустя там, неделю, 2-3. Если у меня нет желания и возможности ответить от души на комментарий, просто чисто чтобы ответить, я не отвечаю. Потому что, ну, мне кажется, зачем? Какой-то вот на отъебись я делать не хочу, извините уж, да, такое выражение. Поэтому, если я хочу что-то сделать, я либо постараюсь, либо найду в себе силы, либо пойду вдохновлюсь чем-то, либо просто не буду это делать. У меня иногда бывает желание повышивать, но вот я сажусь и понимаю, что что-то не идет. Ну, просто отложила, пошла другим чем-то заниматься. Через силу, все не получится, будешь отвлекаться все время, что-то как напортачить, да, ну зачем? Удается ли сейчас, когда канал уже набрал некоторую популярность, зарабатывать этим? Нет. Значит, я делала канал в 2021 году, в конце 2021 года, и достигла своей первой 1000, по-моему, в начале 2022. И поскольку в Аргентине очень все сложно и в плане налогов, и в плане вывода долларов, и в плане вообще чисто на почту принесут тебе письмо от Ютуба или нет, я все это оформила на Россию. И подумала, что в Аргентине у меня и так есть доход, а вот в России доход мне бы не помешало, я же там что-то покупаю и так далее. И я все оформила на Россию. Ну и потом случилась война, и все.
поэтому как бы там что-то капает, я не отключаю рекламу, то есть я ее вставляю, потому что, в том числе YouTube все-таки продвигает. Я считаю, что YouTube хорошо двигает молодых блогеров, да, и я знаю, что мои новые подписчики приходят ко мне не только из-за того, что мои подруги меня прорекламировали, но и потому что YouTube показывает, да, мои видео. Я думаю, что алгоритмы работают так, что если я перестану вообще показывать рекламу, то и продвигать YouTube у меня смысла особо не будет. Поэтому я оставляю рекламу для этого. Ну и да, если когда-то что-то, какая-то ситуация изменится, я смогу вывести свои деньги. Помимо того, что теперь рекламу еще и не показывают русскому пользователю, а у меня просмотров из России, по-моему, больше 70%, то вот на оставшихся 30% я заработала за эти 2 года, наверное, $200, что-то такое, вот, которые я не могу вывести, поэтому нет, зарабатывать не получается. Но на день рождения я оставляю номер своей карты, и мои подписчики мне присылают подарки на день рождения. Я не считаю, что это я заработала. Наверное, заработала, да, просто так бы мне бы не присылали даже на день рождения. Вот. И это очень приятно. Я эти все деньги всегда тоже стараюсь подарить себе что-то вышивание, чтобы дальше продолжался появляться контент. Но, опять-таки, это не в том плане заработала, да. Я надеюсь, что мы друг друга понимаем. Дальше. Расскажите, пожалуйста, как в Аргентине обстоят дела с услугами красоты? Маникюр, парикмахерские, косметические. Многие русские отзываются негативно, например, про аналогичные услуги в Америке. Да, все так. Аргентинки сделают тяп-ляп. Что-то кто-то делает неплохо. Например, никто никогда мне не делал такой идеальной челки. Давно уже нет челки, но когда была челка, вот идеальной, как мне делал мой парикмахер. Просто идеально. Хотя потом, когда я пошла к другому парикмахеру, тоже аргентинцу, он мне сделал черти как. Я думаю, что это зависит от людей, но то, что я хожу, делаю маникюр, я делаю у русских девочек, у русской девочки. И если я когда-то, наверное, скоро соберусь идти краситься или еще что-то, я тоже пойду к русским девочкам. Да, я считаю, что наши девочки делают лучше, качественнее, более внимательны к деталям и так далее. Но, например, на депиляцию я хожу к аргентинкам, и мне все устраивает у аргентинок. Дальше. Что может каждый человек на своем месте сделать, чтобы мир стал лучше? Быть честным с самим собой и следовать своим принципам, в первую очередь, сам. То есть у нас у всех есть какие-то определенные принципы, да, жизненные, по которым мы судим других людей. Ну вот в первую очередь надо, наверное, судить себя и соответствовать. И тогда мир будет лучше. Чуточку. Мои вопросы про кухню и продукты питания. Есть ли какие-то продукты, которые ты не можешь купить в Аргентине, по которым ты скучаешь? Ну, я говорила, гречку, в общем-то, нельзя купить. Ну, то есть она не такая, поэтому... видите, как я скучаю. 900 грамм за 2 года съесть не могу. Готовишь ли для Маркиза блюдо русской кухни? Нет. Ну ладно, один раз в пандемию я варила пельмени, прям вот слепила их, сварила и все. Но если там борщ нет, я никогда не варила, я его отвела, покормила, чем нужно, купила, научила его квасить капусту. Поэтому блюдо российской и русской кухни готовит нам Маркитас. Салаты, вот эти типичные оливье и так далее, он не любит, потому что он считает, что они тяжелые, много майонеза и так далее. И, в принципе, я с ним согласна, потому что у нас Новый год в самую жару, и вот эти вот майонезные, картофельные салаты. Я люблю. Я могу себе приготовить там чисто для атмосферы, для настроения, для ностальгии, но, я не знаю, раз в 3 года. И вообще, какой симбиоз русских и аргентинских блюд ты используешь спустя столько лет?
Наверное, такой симбиоз, именно если про симбиоз, это супы. Мы не особо едим супы, и долгое время их вообще не ели, но зимой, когда греется, я вот пару лет назад грелась красным вином, потом я подумала, что что-то как-то красное вино каждый день по чуть-чуть, но каждый день что-то как перебор, и решила греться другими способами. Чай хорошо, конечно, а вот... Хочется, да, и еще что-то более такое, горячую пищу внутрь. И я просто люблю очень супы-пюре, а маркицы их не любят. Поэтому я стала делать типа вот такого оздоровительного куриного бульончика, но как-то вот на аргентинский лад, то есть мы туда добавляем что-нибудь. Да не, в принципе, наверное, типичный. Мы можем просто... У нас такая штука, что мы можем просто посмотреть, что есть в холодильнике, и, вот что-то не хватает, а что-то лишнее есть. Давай попробуем вот так. И получается такой симбиоз. То есть это не классический прям куриный суп, а вот из серии, что есть, то давай попихаем туда. Вот. Поэтому, да, супы я делаю. Иногда могу добавить что-то вообще из пакетика. Это мы открыли в поездке, в путешествии, что суп из пакета, вот который, да, там, просто у него вкусно, там какой-то бульончик есть, добавлять туда сосиски и макароны. И когда очень-очень устал, а надо согреться изнутри, и особо кухни нет, но что-то такое примитивное есть, вообще прям на ура. Вот. А так аргентинцы супы, мне кажется, едят гораздо меньше, чем русские, а то и вообще не едят. Интересно узнать, празднуют ли Хэллоуин в Аргентине, и если да, то как? Значит, наверное, примерно так же, как и в России. То есть все четко понимают, что это не наш праздник, это праздник американский, но эстетика симпатична, поэтому давайте украсим витрину. Если переодеваются, то переодеваются в рамках, как вот уже делают это американцы. Это какие-то просто костюмированные вечеринки, не устрашающие, не обязательно устрашающие, а просто там нарядиться в здание. Вот. То есть креативные костюмы. Вечер переодеваний. Вот так. Дети, чтобы ходили и конфеты просили, я никогда такого не видела, именно прям совсем по улице. Может быть, это какими-то вот группками что-то организовывается, но так нет. Так, еще вопросы. Кем ты работаешь? Уже говорила, секретарь в администрации в инженерной компании. Расскажи, пожалуйста, есть ли что-то такое, что было, есть в России и очень не хватает в Аргентине? Поезд плацкарт. Обожала я путешествовать в поезде в плацкарте. Для меня это какая-то вот романтика, стук колес, вот это вот все. А тут путешествие на поездах на такую длинную территорию. Я доехала до Улан-Удэ. Мне хотелось, конечно, до Владивостока, но не сложилось только до Улан-Удэ. Там 4,5 суток в плацкарте. Восхитительно. В Аргентине есть возможность... Сейчас как-то начали что-то там восстанавливать какие-то прежние железные дороги, но нормальный человек поедет либо на автобусе на комфортном, который быстрее доедет, либо на самолете полетит. Мы путешествовали очень много на мотоцикле, поэтому нам было вообще не актуально, но даже если бы это было актуально, здесь сидячие места, типа как в электричке. Поэтому немножко не то. Так, недостаток чего постоянно всплывает, и ты такая, как же мне этого не хватает. Но это вот прям вот каждый раз, нет, такого нет, ничего мне не хватает за 12 лет. Да мне, в принципе, с самого начала не было ничего такого. Если что-то хочется, там те же пельмени, там, еда, да, можно пойти заказать, либо самим сделать, если прям вот очень сильно хочется. Все можно сделать, все можно заменить, все можно сделать, да, самим. А вот какое-то такое, типа, ностальгическое, даже березы есть, если кто-то скучает по березам. Не совсем такие, но при желании. Люди, может быть, там, да, друзья, родственники, родные, но
нынешними возможностями интернета в целом все это есть. Была какая-то определенная нехватка, может быть, желания, не нехватка, а просто, желание каких-то вот концертов русских, давно любимых русских рок-групп. Приехал Оксимирон. Не рок, но я вот стала его слушать как раз с начала войны, поэтому это было прям для меня безумное вообще супер событие. Я была безумно счастлива. Естественно, купила билеты, как только они появились в продаже, и вот ждала, и вот наконец-то мы сходили в конце сентября. Восторг полный. Вы довольны приростом подписчиков? Вопрос, значит, про канал. Довольны вы приростом подписчиков? Я довольна... Я рада каждому новому подписчику, но мне, наверное, важнее отдача в плане комментариев. Лайки, дизлайки очень люблю, обожаю. Для меня сообщение, наверное, важнее, чем все остальное, потому что это вот какая-то вот прямая отдача. Человек посмотрел и что-то по теме написал, откликнулся. Даже если это негативно, это все равно что-то интересно почитать. Вот. Но, конечно, подписчикам, да, конечно, я радуюсь, когда они есть. Важны ли вам цифры подписок и просмотров? Наверное, да. Наверное, да, потому что иначе зачем ты это делаешь? Если бы я это делала для себя, я бы это в закрытом доступе выкладывала бы, и все, и никому бы не показывала. Естественно, если я кому-то что-то показываю на публику, мне важна публика. Да, мне приятно. Мне приятно, когда меня кто-то где-то упоминает. Мне очень приятно, когда кто-то где-то кому-то меня советует. Комментарии все очень люблю. Я стараюсь на них отвечать. Сейчас, наверное, посложнее становится, да, потому что их бывает прям очень-очень много. И я могу взять паузу, потому что, как уже говорила, мне не нравится отвечать лишь бы как. Я люблю как-то прям от души. Вот, но да, мне очень-очень приятно, и, естественно, я радуюсь, когда у меня какой-то там 5000 подписчиков, 6 будет, я 6 буду радоваться, 500 тоже радуюсь, всему радуюсь. Начал ли канал приносить ощутимый доход? Уже говорила, тоже никакой доход мне канал не приносит, потому что был зарегистрирован все на Россию, и все мы знаем, по какой причине ничего нам вывести нельзя, и плюс еще никаких отчислений за российского зрителя не происходит. Сохранился ли энтузиазм Маркитиса касаемо канала? Нет, но не потому что... вы, наверное, видели, что, да, последние все видео я монтирую не только потому, что он в командировке большей части, даже когда он не в командировке, он тоже не монтирует. У него появились другие интересы, хобби. Он больше... он всегда интересовался музыкой, сейчас еще больше стал ею интересоваться. Купил тут некоторые себе еще дополнительные примочки, там с другом что-то записывают, какие-то песни, музыку и так далее. И он как-то вот сфокусировался на этом, он там обложки делает для своих будущих дисков. Все это как бы for fun, чисто поржать, но тем не менее вот там у него сейчас находится весь его энтузиазм. Мне кажется, что это прекрасно тоже. Чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Вернется ли его энтузиазм к моему каналу? Возможно, возможно, нет. Когда мне что-то хочется самой добавить, я ему говорю: слушай, приди, вот мне лень с этим возиться, давай ты мне тут. Главное, я ему идеи накидаю. Но его именно вот фонтанирующие идеи ушли в его музыкальную группу, скажем так. Яна, прошло уже полгода без стартов. Полгода уже прошло. Это мне когда вопросы задавали. А сейчас, когда я отвечаю, прошло уже 10 месяцев почти. Как ощущение? Тянет начинать и покупать? Следишь ли за новинками? Значит, начну с конца. Я стала меньше открывать контакт и вообще все места, где вот обновляются какие-то схемы авторские. Поэтому в этом плане стало меньше. Но мне и нравится что-то все меньше. Не знаю, может быть, год такой. Покупаю я гораздо меньше. Какие-то схемы покупала, но их было буквально немного. У Совиного леса нравится чуть ли не все подряд. Не знаю почему. Совпало или просто я раньше не так обращала внимание на Совиный лес. А в целом ощущение до
с сентября, наверное, включительно не хотелось почти ничего начинать. Ну, какие-то очень пунктуальные вещи. А сейчас в последнее время, ну, что-то именно на какие-то примитивы. Я почему-то вот в этом году рассмотрела какие-то примитивы, какие-то такие, ну, типа лонгдоги, вот что-то такое, квакеры, опять-таки совиный лес. Вот это вот хочется, очень хочется шить это. У меня есть, конечно, не начатое из этой серии, но хочется еще. Я просто начала смотреть больше в этом направлении, какие-то старые схемы и так далее, и открыла для себя какой-то прям новый дивный мир, и да, хочется с этого поначинать. А так, в целом, комфортно. То есть у меня из 3 жизней сейчас использовано 2, и я думаю, что я все-таки доберусь до января, не используя вот эту 3-ю жизнь, а уж в январе, ну, не то, чтобы я в январе еще что начну, нет, но что-то начну, да, что-то начну. Сколько у тебя всего процессов и какой самый большой процесс, какой самый любимый? Значит, 97 было, по-моему, 6 я закончила и 2 начала. Соответственно, 93, наверное, 93. Вот. Какой самый большой процесс? Сколько точно процессов, я скажу уже, вот когда итоги буду подводить года, там мы узнаем, сколько их. Какой самый большой процесс? Самый большой процесс именно по количеству крестиков, ну и по размерам, по-моему, тоже. Это осенний замок от Колесниковой. Спойлер, вы его увидите в следующей серии. Какой самый любимый? Я не могу сказать один, какой самый любимый. У меня много любимчиков. Вообще я люблю все свои процессы. Есть какие-то, которые мне тяжелее даются, есть какие-то, которые мне меньше нравятся, да. Но из вот 90, наверное, 45 в любимчике легко определю. Я думаю, что вы узнаете лучше моих любимчиков в следующем году. Я примерно уже начинаю думать о том, в каком формате я буду вышивать в следующем году. И я думаю, что я все-таки на следующий год буду брать больше те работы, которые больше любимчики, чем другие. Вот, наверное, как-то так. Поэтому вот то, что я буду вышивать в этом году, я хочу все по чуть-чуть повышивать. А в следующем году я вот хочу вышивать больше те, которые больше люблю. Поэтому вот там мы узнаем. Хочу спросить, насколько это правдивая информация. Ага. Отношение врачей к беременным женщинам может, потому что они едут в Аргентину, чтобы ребенок получил аргентинское гражданство. Хотя понимаю, что это не причина для предвзятого отношения. Хочу спросить, насколько это правдивая информация, что именно есть такая практика. Знаете, что я хочу вас спросить? Никак не относится к этому вопросу. Я помню, что я как-то отвечала, по-моему, на этот вопрос. И я вот сейчас смотрю, и тут нет ни лайка мною поставленного, ни вот плюсика, ни ответа. Вам действительно не приходит ответ от меня, потому что я отвечала на это, вот стопудово отвечала на это сообщение. И это не первое сообщение, которое я читаю и вижу, что там нет ответа. Я хоть что-то обычно отвечаю. Очень много сообщений. Вот вижу, что... Напишите мне, пожалуйста, если вы не получаете от меня сообщения, хотя бы я просто буду чаще заходить именно под видео, а не через творческую студию, там, специальную в YouTube, а прям сами видео и отвечать там, потому что как-то меня это смущает. Значит, да, действительно, русские едут в Аргентину, чтобы родить бесплатно, потому что здесь есть такая возможность. Иногда и платно, но да, гражданство получают и так далее. Но я не считаю, что это причина для предвзятого отношения, потому что это все... А в чем проблема? Предвзятое отношение, то, что я рассказывала про беременных, и это потому что люди приезжают на последних сроках. То есть буквально они уже там на 35-й неделе. Может быть, она доходит до 40-й, а может быть и нет. А у врача есть какие-то данные, которые мы откуда-то принесли, и если вдруг она прямо сейчас начнет рожать, у него нет каких-то своих данных, и это добавляет нервозности врачу. Мне кажется, это логично. Дальше. Давно волнует вопрос, что такое Трампита? Фамилия, прозвище или просто красивое слово? Значит, Трампита меня звал мой первый аргентинец, скажем так. И это так называют, тут, короче, детский персонаж, слоненок, который гундосит. Помните вот слоненка в мультике, которого до того, как ему нос прищемил, вот он гундосил. Вот, это вот недовольный
слоненок, который что-то там, так требует. Вот, он меня так и называл. Поэтому так вот и представил. У меня была смешная история, когда девушка тоже подумала, что это моя фамилия, и прислала мне посылку в Аргентину. Так и написала Яна и вот Трампита. И мы на почте с местными аргентинцами ухахатывались, когда я им пыталась объяснить, что это я. Показывала им свой Инстаграм, и вот разрешили, отдали. Но было очень смешно, хохотали всей почтой. Что значит цифры и буквы в названиях влогов? Значит, цифры и буквы – это по принципу сериалов. Сезон, сезон 4 у нас идет, и это эпизод 23, то есть серия. Сезон 4, серия 23, а вы сейчас, наверное, смотрите какую-то 30 какую-то. И 23 это та, которой вы оставляли вопросы. Где вы познакомились со своим мужем? Он мне не муж. С Маркитосом мы познакомились на работе. Я пришла работать в компанию в феврале, он пришел в июне, в июле. Где-то, наверное, в сентябре-октябре у нас начались какие-то автор-офисы, мы собирались, там мы стали больше общаться, и потом первая встреча вне автор-офисов, вне офиса, мы ходили на рок-концерт местной аргентинской группы. Хочется как-то ускориться, иначе это никогда не кончится. Есть ли у вас хейтеры? Я очень надеюсь, что да. По-моему, это предпоследний вопрос. Или последний? Последний. Какой важный? Смотрите, есть ли у вас хейтеры? Я очень надеюсь, что да, потому что я, как уже говорила, считаю, что хейтеры – это залог успеха. У меня хейтеры такие спокойные, тихие, домашние. Они приходят и ставят свои стабильные 4 дизлайка. Бывает, так редко, но метко. Бывает, зайдут, напишут какую-нибудь гадость. Или то, что они считают гадостью, или там, вот, или что-то какое-то такое. Я радуюсь, смешно. Я позитивно отношусь к хейтерам. Я считаю, что да, во-первых, это залог успеха. Во-вторых, я очень надеюсь, что это сообщение, которое они оставляют, оно им помогает как-то в жизни избавиться от плохой энергетики. А мне помогает попрактиковать свою уязвительность, потому что я стараюсь с юмором тоже всегда ответить человеку не тем же, но чем-то похожим. Вот. Да, у меня хейтеров немного, 4 стабильных дизлайка ставят. Можно посмотреть, давайте посмотрим на последнее видео, сколько мне дизлайков поставили, аж самой интересно. И на этом будем с вами прощаться. Я надеюсь, что это все было не сильно затянуто, что вы нормально, хорошо повышивали, весело. Так, где это смотрится? Вот, я так давно не заходила в творческую студию, что-то в октябре вообще выпало из всех соцсетей. Что-то как-то где-то пыталась вставить свои 5 копеек, но контент, заходим. Значит, вы смотрели 32-ю серию, да, это про буквы, да? А я посмотрю статистику на 31-ю. Там можно зайти, вам-то дизлайки не видны, а мне-то видны. И вот тут я нажму и увижу. Мне нравится 6 человек. Спасибо. Это последнее видео. Там на 413 лайков 6 человек недовольны. Вот. Большое им спасибо. А тем 413 огромнейшее спасибо. А вам большое спасибо за ваши просмотры, лайки, дизлайки, комментарии, позитивные комментарии, негативные комментарии. Самое главное, пожалуйста, скажите мне, доходят ли до вас вообще мои ответы, потому что тут не очень приятная информация до меня дошла, да, когда я увидела, что нет почему-то моего ответа. И если остались у вас какие-то вопросы, добро пожаловать в комментарии. По возможности отвечу либо там письменно, либо буду уже отвечать в следующем видео. Не в следующем, а в каком-то там... Следующее уже почти записано, так что вот, в каком-то из следующих видео. Все, пошла чаечек пить, потому что слишком много наболтала с больным горлом. До новых встреч. Пока.